Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу рассказать про одно из уникальнейших по своей красоте и первозданности мест Соединенных Штатов Америки – Брайс каньон. Расположен он на юго-западе штата Юта и считается одной из самых знаменитых и известных достопримечательностей Соединенных Штатов. Брайс каньон долгое время был неизвестен, так как дороги к нему отсутствовали, да и больших городов рядом тоже нет. В каньон вела одна единственная старая грунтовая дорога, но ездить по ней было очень сложно в любое время года. А зимой этот парк охраняли огромные сугробы, делая его недоступным для путешественников. В 1915 году в штате Юта был заповедник Сильвер, и там был назначен руководителем мистер Хэмфри. В то время к заповеднику относилась лишь часть каньона Брайса. А увидев этот потрясающий вид, Хэмфри начал содействовать развитию туризма в этой местности. Бюджет на развитие был выделен очень скромный, поэтому для начала он проложил здесь грунтовую дорогу и сделал рекламные фотографии. В 1916 году вышла статья, которая открыла миру эту фантастическую местность, а на следующий год он уже проложил тропы для осмотра и лично показывал эти чудесные пейзажи посетителям. Со временем каньон стал приобретать все большую известность, и впоследствии его уже обозначили как национальный парк. Более активное развитие парка началось в 1920-х годах. Тогда же началось активное строительство и дорог, и развитие автотуризма. Была значительно улучшена и инфраструктура. Официальная дата создания парка – 1928 год. Тогда он был официально признан национальным парком. Общая площадь парка около 150 квадратных километров, а сам он выглядит в виде подковы. Ввиду особенностей расположения Брайс каньона, он имеет очень приличный разброс температур для этих широт. В среднем температура тут колеблется от минус 13 до плюс 28 градусов. Основными жителями Брайс каньона являются, конечно же, птицы. Орлы, вороны. Но вот вороны, они очень коммуникабельные, абсолютно не боятся людей, идут на контакты, и наблюдать за ними очень интересно, они очень смешные. Парк состоит из 3 четко выраженных климатических зон. Поскольку парк расположен на высоте 610 метров над уровнем моря, зоны биоразнообразия варьируются от елового и соснового леса до можжевелового. Верхние части плато состоят в основном из белой сосны, ели и осины, а высокие известняковые холмы облюбовали сосны. В средней части доминируют кустарники манзанита, а в нижней части горный дуб, кактус и встречается даже юка. Кстати, славится Брайс каньон не только захватывающими видами и необычайно четкой видимостью, но и очень высоким качеством воздуха. В визитор-центре нам рассказали, что этому месту присвоен уровень 1 класса. Это наивысший уровень в соответствии с законом о чистом воздухе. А также в более ясные дни здесь можно увидеть даже Большой каньон, который находится в 240 километрах отсюда. Парк представляет собой совокупность интересных природных образований, которые похожи на причудливое нагромождение различных цветных колонн и лабиринтов, которые созданы природой. Эти образования называются худу. Они представляют собой высокие, тонкие, остроконечные геологические формирования, которые состоят из мягких осадочных пород и покрытые сверху слоем более твердой породы, стойкой к эрозии. Созданы они в результате сочетания выветривания и эрозии во время поднятия плато Колорадо. Вода от дождя или снега просачивается в трещины в камнях и замерзает, превращаясь в лед, соответственно увеличивается в размерах. И под давлением скалы разрываются на части, таким образом образуются худу. Самое интересное, что технически Брайс каньон не является каньоном, он состоит из 12 природных амфитеатров. Они затем размываются в плато Паун-Сагант. Парк стал зарождаться более 40 миллионов лет назад.
когда здесь царствовало древнее море. Прошло еще 20 миллионов лет, и море пересохло. Отложения камней, которые были на дне морского водоема, и сформировали гряду скалистых выступов посредством трещин тектонических плит. Таким образом начал формироваться сам каньон-амфитеатр с верхушками худу, которые покрывались породами известняка. На территории парка за сотни лет до прихода европейцев жили индейцы из племени Пиют. У них есть своя легенда, согласно которой Великий Дух, узрев много зла на земле, решил собрать всех плохих людей в одном месте и превратить их в камень в качестве наказания за их проступки. Так и появился Брайс-каньон. Многие худу имеют собственные имена, они названы в честь мистических идолов древних религий, ведь согласно легенде это души умерших грешников, которые навеки застыли в камне по воле Великого Духа. А по данным службы национальных парков, люди впервые начали проходить через Брайс-каньон около 10 тысяч лет назад. Учитывая суровые зимы и труднопроходимую местность, маловероятно, что люди действительно жили здесь круглый год, хотя есть свидетельства охоты палеоиндейцев на огромных млекопитающих в Брайс-каньоне в конце ледникового периода. Своим названием парк обязан переселенцу-мормону по фамилии Брайс, который обосновался неподалеку от этого места в 1875 году и построил здесь дорогу под названием «Розовые скалы», чтобы улучшить процесс доставки древесины в свои поселения. Со временем люди стали называть амфитеатр, где заканчивалась дорога, каньоном Брайса. Сам Брайс не пылал любовью к этому странному месту. Оно больше вызывало в нем неприязнь и раздражение. От Брайса осталось лишь название и крылатая фраза, что корову в этом чертовом месте лучше не терять. Он переехал вместе со своей семьей в 1880 году, но имя каньона так и осталось. И хоть вся территория парка усыпана красивыми горными колоннами, но в парке можно выделить несколько самых ярких мест. И, естественно, самое популярное место – это амфитеатр. Здесь открывается потрясающий вид на окрестности и расположено несколько обзорных площадок. Здесь обустроены две площадки для осмотра для заката и восхода, потому что раскраска каньона меняется в зависимости от захода и восхода солнца. Считается, что вечернее и утреннее время – самое лучшее время для обозрения этого чуда, сотворенного природой в ходе эволюции за миллионы лет. Солнце движется на закате и медленно перекрашивает каменные глыбы в различные оттенки. Такая цветовая гамма происходит благодаря соединению марганца и оксида железа. Тут есть специальные тропинки, которые позволяют спускаться на 300 метров вниз в каньон. Так как каньон расположен далеко от источников света, это способствует великолепному обзору звездного неба. Многие туристы очень рекомендуют оставаться здесь ночевкой, потому что это место может подарить вам удивительный вид ночного небосвода, бесконечно усыпанного звездами. А на сайте парка я прочитала, что в полнолуние по Брайс-каньону проходят лунные хайки под руководством астрономов-рейнджеров, а также в парке реализуется ежегодно около 100 астрономических программ под руководством смотрителей парка. Парк можно посещать не только летом, но и зимой, когда все здесь усыпано снегом и можно кататься на лыжах. Каждый год парк посещает около 1,5 миллиона человек. И это неудивительно, потому что только здесь можно получить непередаваемое словами ощущение пребывания на другой планете.
Мы покидаем Брайс каньон и направляемся в еще одно дивное место на юго-западе штата. Это парк Зайо. Он расположен в 150 километров от Брайс каньона и считается также одним из старейших национальных парков штата. Его посещают от 3 до 4 миллионов туристов ежегодно. Главной достопримечательностью парка является сам каньон Зайо, где видны потрясающие скальные монолиты и разрушенные стены каньона, прорезанные рекой Вирджиния с течением времени. Ну, скажем прямо, это, конечно, не Гранд каньон, не долина монументов и не Брайс каньон, но в нем есть свое очарование. После того, как мы проколесили несколько дней по выжженной пустыне, мы наконец-то попали в этот оазис, полный всяческой флоры и фауны, ручейков и водопадиков. То, что через каньон идет автомобильная дорога, до самых интересных мест можно добраться только исключительно на специально организованном транспорте, на шаттлах парка. Автомобили здесь в основном оставляют на парковке, где оттуда отходят эти маленькие автобусики. Также здесь очень много различных маршрутов, которые отличаются по своей продолжительности. От получаса и на весь день. Но мы решили проехаться на своем автомобиле, быстро осмотреть парк, потому что у нас не так было много времени. И мы хотели просто получить такое первичное представление о парке. А поскольку парк обладает такой мощной природной красотой и энергетикой, мы захотели еще раз вернуться в этот парк, чтобы посмотреть его более подробно. Парк был основан 19 ноября 1919 года. Он очень разнообразен по своему ландшафту. Здесь представлены горы, реки, каньоны, холмы и водопады. В парке произрастает более 1000 видов разнообразных растений и обитает около 300 видов птиц. А также один интересный факт, что олимпийский факел прошел через парк на пути к Солт-Лейк-Сити перед зимними Олимпийскими играми в 2002 году. Исследования показали, что на территории, занимаемой парком, люди жили еще 8000 лет назад. В отдельных пещерах ученым удалось найти предметы обихода древних индейцев Пуэбло. Мужчины в этих краях в основном охотились, а женщины занимались собирательством. Позже здесь стало развиваться земледелие и гончарное ремесло. Когда климат изменился и жителям стали досаждать длительные засухи, чередующиеся с обильными ливнями, люди надолго оставили эти места. Лишь в 1860 году покинутую когда-то территорию заново освоили мормоны. Здесь они основали небольшое поселение под названием Литл Зайон, и рядышком обнаружили изумительной красоты каньон, который также получил соответствующее этому поместью название Зайон. Позже, в 1919 году, название этого каньона было позаимствовано для национального парка, обустроенного на этой территории, согласно решению Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Эта уникальная местность образовалась в результате взаимодействия не только тектонических процессов, а также и влияния выветривания. Небольшая горная река Вирджиния практически врезалась в горные породы в результате общего поднятия территории, вызванного вертикальными движениями тектонических структур. Таким образом, здесь образовался каньон, а ветер и текущие воды ручьев придали скалам обтекаемую форму. А в горах образовались живописные ущелья, небольшие каньоны и водопады. Поскольку в породах содержится достаточно большое количество оксидов железа и марганца, эти вещества придают скалам красный и бронзовые оттенки. А интенсивность красок может меняться от времени года и в течение дня. Значительные перепады высот способствуют формированию разных климатических условий на отдельных участках парковой зоны. В условиях недостаточного увлажнения растут устойчивые к засухе растения, среди которых могут быть и сосны, и характерные для пустыни кактусы и даже юки. А берега рек покрыты растениями умеренного пояса, ивами и кленами. Также я забыла упомянуть, что кроме автобусных туров в парке проложены тропы и для любителей хайков. Есть тропы в верхней части каньона, где открываются самые красивые панорамы, а также спуски и тропы по дну каньона вдоль реки. Там по пути можно осмотреть пещеры и тоннели, которые проделаны горными ручьями. Зион прекрасен в любое время года. Здесь постоянно ясное солнечное небо, а пасмурные дождливые дни – большая редкость. Весной парк покрывается разноцветным ковром цветов, а осенью здесь буйство золотых оттенков, а зимой – большие снежные сугробы. На гэтым я развітваюся з вами. Усім вялікі дзякуй за прагляд. Да пабачэння і сустрэнемся ў наступным відэа.